Вас приветствует видео без лишних слов. Сегодня я покажу фантастический, охлаждающий, идеальный дизайн для лета, эффектные элементы которого можно сделать даже на самых коротких ногтях. И чтобы сделать новый маникюр, необходимо избавиться от старого. Хотя для меня он еще совсем свеженький. Я бы еще ходила-доходила. Но, как глаголит одна африканская мудрость, не получишь ничего нового, пока не избавишься от старого. Поэтому снимаю отросшее покрытие до тонкой подложки. Чтобы воплотить мой дизайн в жизнь и вместить туда все, что я напланировала, длину я не трогаю, ногти будут длинные. Форма ногтей на сегодня – готический миндаль. И чтобы выполнить эту форму с красивой выраженной аркой, оставляю подложку вот в таком состоянии. Ногтевое ложе абсолютно чистое, чтобы было место для объемных элементов, в то время как свободный край немного смотрит вверх для создания красивой арки. И приблизительно до этого уровня необходимо будет влепить все декоративные элементы. Далее стандартная процедура подготовки перед покрытием. Подкручивающими движениями отклеиваю кутикулу. Шкребу нею пушером, дорабатывая склейки. Разрыхляю поверхность ногтевой пластины. Вначале пилочкой вдоль кожи. Далее вдоль роста ногтя. И вот так должна выглядеть ногтевая пластина, зашлифованная, без перепилов. И чтобы не появлялись отслойки, необходимо хорошенько проработать птеригией и очистить ноготь. Насадкой также работаем с кожей, зашлифовываем ее. Трошки освежим ноготок нейл-препом и даем подсохнуть. Ногти у меня нормальные, поэтому подойдет Ультра Бонд. Кстати, все подготовительные средства наносить нужно обязательно. И не важно, что ваше покрытие держится хорошо даже без праймера. Читайте инструкцию, ведь изготовители пишут ее не просто так. Переходя к покрытию, свой выбор я остановила на раббер базе Moon. Наносим любую базу втирающими движениями, средним слоем. И я не устану это повторять. А умники и умницы, которые втирают втирающий слой не подходит? А ну-ка, пш отсюда. Кш. Давай, киш отсюда. Вбили материал в ноготь, прокрасили все труднодоступные места. Затем по мокрому, по непросушенному добавляем ту же базу, но средним слоем. Она плавно распределяется по всей поверхности и отправляем сушиться в лампу. Далее выбираю гель-лак как цвет-фон для ногтевого ложа. Хотела я что-то нейтральное, песочное, но, наверное, это была моя ошибка. И, как я уже потом поняла, весь декор смотрелся бы ярче на контрасте, поэтому основу нужно было брать трошки темней. Но уже сделано как сделано.
цвет наношу на ногтевое ложе, немного удлиняя его. Для труднодоступных мест и тонких ровных линий идеальное решение – это кисть-лайнер. Для меня песок всегда представлялся блестящим, поэтому и в этот раз я решила сделать его именно таким. Для этого мне идеально подойдет камуфлирующий гель с мелким жемчужным блеском. Подойдут абсолютно любые блестяшки. А дальше в ход идет моя любимая коробочка, которую, к сожалению, я достаю очень редко, ведь мало кто любит объемные дизайны. И в этой волшебной коробочке есть не менее волшебные ракушки. И представьте, они настоящие. Их я собственноручно рачки собирала на берегу Средиземного моря. Дальше я нашла какую-то коробочку с Avon, не знаю, что это такое. Какая-то коробочка, но штучки в ней морские, поэтому подойдет. Этот карабасик лежал у меня, наверное, лет 10, а то и больше. Я его случайно нашла, когда решила убраться в своих блестяшках. Поэтому, кто знает, что такое Avon, напишите. В ноготь я решила впихнуть всего и по чуть-чуть, поэтому конусные блестящие стразы я не могла обойти стороной. И так меня эта коробочка манит, поэтому что-то блестящее еще из нее я обязательно довсуну. Для того, чтобы крепить крупные элементы в нужном для меня положении, я буду использовать Hard Jelly гель от Винолиса. Это гель, который держит форму и не растекается. Именно с его помощью я смогу установить декор под нужным мне углом. Шлепнула каплю на ноготь и перехожу к установке. Начну с вот такой как ракулечки. В общем, эту раковину устанавливаю на ноготь. И так как это один из самых объемных элементов на ногте, установить необходимо в том месте, где будет больше геля, в зону стресса. Сюда же рядом усаживаю и вторую сантехническую приспособу. Далее идут морские звездочки от Avon. Шлеп-шлеп. И красивенские стразы, которые я все не знала, куда же прилепить. И чтобы немало, добавляю туда еще конусный страз, чтобы уж блестело так блестело. Навыкладывали и отправляем сушиться в лампу. И да, если посмотреть сбоку, декор объемный, но его высота все же в пределах нормы. И теперь это все необходимо хорошенечко промазать и залить гелем. Заливаем все ногтевое ложе. В месте удлинения линии улыбки выстраиваем высокий бортик. Конечно, полигелем это сделать было бы намного быстрее и легче. Но ни один, даже самый лучший полигель, не имеет настолько хрустальной прозрачности, как это имеет обычный жидкий гель. Но если вы знаете такой материал, будет очень интересно протестировать. Высушили, вытерли, протерли и переходим к опилу. Сейчас необходимо опилить ровную линию улыбки. Пилочкой делаем красивый четкий бортик. И чтобы точно убедиться, что линия френча будет ровной, необходимо опилить также поверхность. Сделать это пилочкой, или мне комфортнее все-таки и быстрее работать аппаратом. Пилочкой уже после можно проверить и подрихтовать. Проверяю, что тут по форме, ведь все параллели должны быть параллельны. И далее вмочаю в белую гель-краску самую идеальную, самую китайскую и дешманскую, но самую любимую кисть для френча. Этой кисточке уже более 15 лет, но ни одна, даже самая дорогущая, не заменит мне ее. Вот она моя любимая. Ею прокрашиваю бортик френча и не забываю про усики.
И вторая звезда сегодняшнего дизайна после какушек – это витражный гель. Прокрашиваю весь свободный край ногтя. Также не забываю про усики и про бортик. Бортику уделяю отдельное внимание. Вот здесь от края бортика я выкладываю прямо объемную каплю витража, чтобы был плавный спуск. Для полного эффекта дизайна это очень важно. Теперь от бортика вниз наношу белый гель-лак. Желательно, чтобы он был неплотный. Если ваш гель-лак очень пигментирован, смешайте его с каплей топа. После хаотичными мазками растягиваю гель-лак к кончику. Вспениваю фейри на губки для посуды, нагребаю шпателем и выкладываю набранную пену на непросохший гель-лак, прямо такой объемной горкой, и отправляю сушиться в лампу. Сушу в LED-лампе 1 минуту. Оставшуюся пену промакиваю сухой бумажной салфеткой. Беру еще один витражный гель-лак цвета зеленки. Если витража у вас нет, смешайте обычный гель-лак нужного цвета с каплей топа до нужной прозрачности. Зеленку наношу на кончик ногтя, немного заходя на пену. Чистой кистью по чуть-чуть стягиваю цвет вверх. И чтобы в полной мере воссоздать блеск морской волны, беру глиттерные шестигранники. Их наношу на кончик на непросушенный витраж и отправляю сушиться в лампу. Беру все тот же кристально-прозрачный билдер-гель от Moon, и подойдет абсолютно любой хрустально-прозрачный гель. Чем гуще, тем удобнее будет выкладывать. Если, набирая кисточкой, в геле появляются пузыри воздуха, то это наоборот очень хорошо. Эффект дизайна будет намного ярче. Выкладываю гель по форме и отправляю сушиться в лампу. После снимаю липкость и перехожу к опилу. Выравниваем и параллелим нижние параллели. Далее параллелим центральную ось ногтя к нижним параллелям. Заужаем и выравниваем боковые стенки. И вообще не морочим голову, а опиливаем аппаратом. Опилочкой лишь корректируем и доводим до идеала. Убрав пыль, переходим к топу. Сегодня у меня топ без UV-фильтров, а это значит, что он предназначен для перекрытия темных цветов и не искажает их. И если ты не знала, почему твои черные ногти после перекрытия топом становятся синими, возьми топ без UV-фильтров, да будет тебе счастье. Тем временем я перешла к самому волшебному процессу. Это проявление всей той красоты, которую сегодня сотворили. Просто восхищение. Какая удивительная глубина проявляется. Мне здесь не хватает лишь коралловых рифов и свежевыжатого сока. Холодная океаническая глубина. Горячий песок. Морская пена под звуки моря. Самые теплые, самые счастливые и незабываемые эмоции. Именно такие чувства вызывает этот дизайн. И если ты хочешь моря, а море тебя не может, сделай себе правильный маникюр.
и прими холодный душ. Надеюсь, видео было полезным и понравилось. Не забудь поставить лайк или дизлайк и обязательно напиши комментарий. А если не напишешь, значит ты та самая какушка. И все, я с тобой не дружу. Понятно? А вообще не переключайтесь, ведь дальше больше. Услышимся в следующем видео. Пока-пока.